привет! С вами Ирина и Виктория и наш канал «На позитиве». Мы сестры из Одессы и сейчас временно проживаем в Польше. Всем привет из солнечного Люблина! Так сложилась наша жизнь, что мы попали в Польшу и сейчас проживаем в ней. Конечно же, нам хочется узнавать все больше новой информации об этой прекрасной стране. Мы узнали интересные факты и сегодня хотим немножко поделиться ими с вами. Надеемся, вам будет интересно. А если вы знаете что-то еще, то, что мы не скажем, пожалуйста, пишите нам в комментариях. Конечно, знаете, потому что свою страну вы знаете намного лучше, чем мы. Поехали! Cześć! Jak wam się podoba Lublin? Bardzo lubię. Bardzo ładny? Bardzo ładny. Jak wieża? Fajna? Fajna, bardzo Dla fajna. księżniczki dobra? Co? Masz za krótkie włosy, wiesz? Jak dla księżniczki. Nie zrozumiałam. A, no biały rycerz, rozumiesz? Że jak zamek, tak. to księżniczka na Tak. górze. Tak, to jest taka Rapunzel. Miłego pobytu. Dziękuję. Czekaj na rycerza. Так. У нас опять новый персонаж на видео. Мы потихоньку покажем вам всех местных жителей. Да, и мы не только знакомимся с местными жителями сами, но и знакомим вас. Постепенно вы становимся известными. По площади Польша занимает 69 место в мире и 9 место в Европе с населением более 39 миллионов человек. Польша в целом считается одной из самых привлекательных и влиятельных стран в Центральной и Западной Европе. Ее выбирают для жизни многие люди, потому что она очень комфортна. Мы все привыкли, что в Польше обязательно в каждом городе есть Краковское предместье или улица Липова. А вот то, что в Польше есть улица Винни-Пуха длиною 149 метров, мало кто знает. А Винни-Пух на польском Кубусь Пухач. Польша культурная страна. По статистике в ней больше театров, чем кинотеатров. Это мой звездный час, очень волнительно. Я был очень рад встретить этих прекрасных девушек. Они всегда очень позитивные. И всем советую подписываться на этот канал, ставить лайки. Передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке. И зрителям И зрителям большой привет. Если меня увидите, узнаете, подходите. Спасибо Я большое. тоже дружелюбный. Снимая этот фильмик, мы случайно встретили своего подписчика. Сперва мы не верили, что это реально наш подписчик, пока он не назвал название нашего канала сам. Мы не успели вам ничего сказать. Спасибо большое за то, что нас смотрите. Нам было очень приятно. Мы с вами привыкли, что Польша – страна елок, цветов, красивых деревьев, а оказывается в Польше есть пустыня, и называется она Львендовская. Размер у нее небольшой, всего 33 квадратных километра, но называют ее Европейской Сахарой. Потому что она единственная на европейском континенте. А еще мы нашли информацию, что поляки очень любят пивко. И среднестатистический поляк выпивает за год более 94 литра пива. Доказательство. Сегодня у нас вторник, но все сидят и пьют пивко. Мы понимаем поляков, пивко в Польше bardzo смачно. Очень вкусная. Нам тоже нравится. Да, Ирина? Да. В прошлом году я ездила во Львов. И так получилось, что когда я там была, я простыла. Когда я пришла в местное заведение и хотела выпить пивка, я попросила мне его подогреть и пила его теплыми через трубочку. С этого смеялся весь персонал.
Но когда я приехала в Польшу, я узнала, что здесь так делают многие. Плюс добавляют в пиво сок. А зимой мало того, что пиво подогревают, в него еще добавляют корицу и гвоздику, чтобы было более ароматно и вкуснее. Наверное, в прошлом я была полькой. А возможно в будущем, Виктория. Возможно, в будущем. Возможно, я буду полькой в будущем. Потому что мне здесь очень нравится. А еще в Польше есть самый старый ресторан в Европе. Он находится в городе Вроцлаве и называется «Пивница Шведницкая». И называется этот ресторан так в честь одного из сортов пива, которые там подавали. А именно, пиво было привезено из города Свидник. Так. Это немного звучит парадоксально, но мы прочитали, что один из интересных фактов о Польше – это то, что праздничный стол в Польше немыслим без супа. Какая музыка здесь интересная играет. Mogę na włosy polubić? Mogę? No. Pan kiedy też lubi, także ostrożnie. Oddaj. Oddaj. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Kawałek, ale tylko rożek. Ми нашли Віки друга, погладь його. Ty taki pusiuci. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Miłego dnia. Chodź. Честь! Честь! Bardzo kocham labradorów. Ja też, tylko ładny, ale drań. Dziękujemy. До Nie ma відзення. sprawy, chodź. А еще в Польше очень много людей, которые получают высшее образование. И поэтому в Польше 17 нобелевских лауреатов, которые получили свои премии по разным научным направлениям. А Мария Скадовская-Кюри вообще единственный лауреат в мире, которая получила Нобелевскую премию по двум совершенно разным категориям. Когда мы приехали в Люблин, гуляли по улицам, то заметили, что совершенно нету бездомных животных, ни котов, ни собак, потому что у нас в Одессе их достаточно много. Потом мы узнали, что в целом ни в одном городе в Польше нету бездомных животных. Они все либо в приютах, либо у них есть дом и хозяин. Это хорошо. Вот как раз довольный пес бежит, у которого есть хозяин. Это немаловажно. Это очень важно. О животных заботятся. Мы узнали, что в Польше 23 национальных парка и 1200 заповедников. Ну, то, что Польша зеленая страна, мы поняли. Тут каждый город – это сплошной парк. Поляки молодцы. Польша настолько прекрасная страна, что ее любят не только люди и туристы, но и птицы. К примеру, аисты. В Польше их наибольшее количество из мировой популяции. И аист является одним из символов этой страны. Нам, к сожалению, еще не удавалось увидеть в Польше аиста, но, наверное, потому что мы все время находимся в городах. А если выехать за город где-то на природу, то, думаем, его обязательно можно увидеть. У нас в Украине тоже очень много аистов. Ну, за символ Польши белый орел мы пока сегодня говорить не будем. Блин, у нас город небольшой, 9-й по величине в Польше, и мы в основном всегда во время наших съемок ходим пешком. А если бы мы жили в Варшаве,
мы бы ездили на метро, потому что единственное метро в Польше находится в городе Варшава, и оно самое новое в Европе, потому что открыли его в 1995 году. Идем дальше. Польша очень зеленая страна. 1/3 ее территории занимают леса. И это невозможно было не заметить, когда мы ездили по польским городам на поездах, потому что всю дорогу мы встречали красивые леса, и смешанные, и хвойные. И видели даже оленей. И маленьких, и больших. И маленьких, и больших, да. Они здесь очень распространены. И с Люблином рядом есть город Пулавы. И мы слышали историю, когда в частный дом приходят олени. Мы поедем скоро в Пулавы за оленями. Да, гладить оленей. Или уже зимой кататься на санках. Мы говорили вам, что Польша туристическая страна. Вот в Люблине все время толпы туристов, хотя Люблин не самый туристический город Польши. А еще Польша не только зеленая страна. Польша, оказывается, еще и безъядерная страна. И в Польше нет ни одной атомной станции. Так что в какой-то мере в плане экологии полякам очень повезло. Теперь посмотрите, какой будет сегодня красивый закат. Что не может не радовать. Польская экономика занимает 23 место в мире по размеру ВВП среди 191 страны. Но несмотря на это, Польша является относительно недорогой страной для жизни, что, конечно же, не может не радовать и нас, и других жителей, которые приезжают сюда из других стран. В Польше мы встречаем в витринах очень много янтаря. Оказывается, Польша является одним из самых крупнейших экспортеров янтаря. У нас фильмик был в Варшаве, мы вам показывали витрины с красивыми изделиями из янтаря, потрясающие. И это не просто так, потому что в Польше его много. Очень много. Именно в Польше была принята первая конституция в Европе и вторая в мире. Первая конституция Польши была принята 3 мая 1791 года на Великом Сейме Речи Посполитой. Люблинская уния была подписана в 1569 году. И именно здесь было создано одно из самых могущественных государств того века – Речь Посполита. А еще в Польше есть такой факт, что этажность начинается с 0, а не так, как у нас в Украине с 1 этажа. То есть, если вам надо подняться на 2 этаж, то в лифте вы нажимаете кнопочку 1. Да, главное не перепутать. Можете нажать 5. А вот постепенно темнеет, и люди приходят отдыхать в заведения, которые еще немного открыты, на улице, потому что скоро их все переместят внутрь, как на плаце Литовском. Ну что, мы ознакомили вас с фактами о Польше. Надеемся, вам понравилось. Конечно же, если с какими-то фактами вы не согласны или вы знаете еще что-то интересное об этой стране, пишите нам обязательно в комментариях. Мы будем рады их прочитать. Мы всегда с большим удовольствием читаем ваши позитивные комментарии. До widzenia. До побачення! Бузячки. Муа.